Здравствуйте, друзья! Хочу сегодня предложить вашему вниманию вот такой вот кулон. Кулон получился очень изящный и очень оригинальный. Я долго мучилась, не знала, с какой стороны сделать крепление, чтобы кулон лучше смотрелся. С какой стороны не поверни, получается интересно и красиво. Поэтому я сделала вот такое вот крепление на цепочке, чтобы можно было рассмотреть со всех сторон. Вот так вот получается. Немалую роль в этом кулоне играет, конечно, бисер. Великолепный бисер номер 47010. С таким бисером любое сочетание материалов будет смотреться очень красиво. Еще я применила вот такой вот кристалл 6 на 8 миллиметров и вот такой кристалл тоже 6 на 8 миллиметров. Но также я пробовала сюда поставить бусинки. Если кристаллов красивых у вас нет, то можно сюда поставить бусинку 6 миллиметров. Плела я на вот такой вот толстой мононити. Тут самое главное, чтобы нитка была прочная, потому что я начала плести сначала на тоненькой нитке, и она у меня порвалась при стягивании. Так что нужно плести или на леске 0,2, или вот на такой вот толстой мононити. И еще я использовала вот такие вот биконусы 4 миллиметра, которые очень красиво сочетаются с этим бисером. Плетение этого кулона настолько простое, что справится даже самый-самый начинающий. Итак, давайте приступим. Нам нужно набрать 12 биконусов. Вот я их набрала просто подряд 12 биконусов, и нужно их взять в колечко. И теперь мы будем делать вот что. Заходим в ближайший биконус. И между каждым биконусом будем вставлять по одной бисерине. Смотрите, бисеру и биконусам становится тесно, и наше изделие начинает крутить. Это как раз то, что нам нужно, чего мы добиваемся. Ну вот, я прошлась по кругу, между всеми биконусами вставила по бисерине. Теперь вот у меня ниточка из биконуса выходит. Я захожу в бисерину. Прямо по ходу. Вот так. И дальше мы будем тоже делать все очень просто. Каждый раз мы будем набирать 4 бисерины и проходить из одной бисеринки в следующую. Вот так. Вот такую вот типа корону будем делать над каждым биконусом. Каждый раз набираем 4 и проходим. Вот нитка выходит из этой бисерины. Мы заходим в следующую. Вот так. Если перевернулась бисерина в другую сторону, ничего страшного. Вывели ее наверх и заходим вот так. Ну и таким образом нужно пройтись по всему кругу. Ну вот, последние 4 бисерины набрали.
проходим в ту бисерину, которая стоит между биконусами, и в 2 из 4. То есть вот так, через 3 бисерины проходим. Сейчас будем также точно идти дальше по кругу. Между вот этими 4 бисеринами, которые мы набрали, то есть у нас получается между 6, вставляем 1 бисерину и идем по кругу. То есть проходим эти 3 и выходим вот сюда. Опять набираем 1 бисерину. И проходим вперед по всем бисеринам. И точно так же это проходим по всему кругу. Вот такое вот неровное кривое изделие у нас получается. Но это как раз то, чего нам надо. И каждый раз мы с вами проходим верхушку над биконусом. То есть между теми 4 бисеринами, которые мы с вами набрали. Набираем 1 бисерину и идем дальше. И вот мне осталось поставить последнюю бисерину. Заходим вот так. И наша иголочка должна выйти вот здесь, в углублении, между биконусами. Ну и вот что у нас с вами получилось. Вот такая вот кривулька. Так, эту ниточку мы уже можем обрезать. Вот, в общем-то, мы с вами кулон уже и сплели. А дальше получается вот такая вот магия. Как ни соедини, получается очень красиво. Смотрите. Можно сделать так, чтобы наш кулон соединялся по выпуклой части. Но я сделала по вогнутой части. Вот так. То есть там, где у вас ниточка, вот так прямо загибайте на обратную сторону. И вот у нас с вами что получается. Смотрите. От того, что бисеринам и биконусам тесно, они вот образовали вот такую вот двойную звездочку. То есть откуда ни посмотри, и так звездочка выходит, и так звездочка, и так. Я вставила 2 разных кристалла. Я попробовала вставить одинаковый, мне показалось не очень интересно. А вот когда один серебристый, а второй белый, ну, вышло так очень интересно. Значит, как мы вставляем кристалл? Наша ниточка выходит из центральной бисерины, которая стоит между биконусами. Вот она выходит. Я беру кристалл. Теперь нужно найти ту бисерину, которая стоит четко напротив вот этой. И чтобы у нас звездочки друг против друга были симметричные. Можно посчитать. У нас здесь остается 1, 2, 3. И здесь 1, 2, 3. То есть вот она, бисерина. Вот смотрите, я сложила звездочку так, что получилось симметрично. И здесь симметрично, и здесь. Одели бусинку. И вот ниточка выходит из центральной бисерины на меня. То я тогда захожу вот в эту центральную бисерину. Выходит на меня, а я захожу от меня. Вот так. Следим, чтобы нитка не цеплялась за уголочки. И хорошенечко подтягиваем. Вот так. Теперь наша ниточка вышла из бисерины. Мы опять заходим в кристалл.
Теперь так хорошенечко подтягиваем и смотрим. Если у нас ниточка выходит с этой стороны, то мы заходим с обратной. Вот так. То есть по кругу кристалл обвязали. И теперь хорошенечко все подтягиваем. И вот что у нас с вами должно получиться. И следующий наш кристалл мы пришьем вот напротив этого, вот в этих вогнутых сторонах. Поэтому мы, чтобы пройти на ту сторону, должны зайти, вот наша ниточка выходит, а мы вот сюда ее заходим в биконус. Вот так. И по биконусам пойдем на ту сторону. У нас биконусы имеют отверстие большое, и мы по ним всего лишь 2 раза проходили ниткой. Поэтому здесь любой толщины нитка может пройти. То есть нам нужно пройти по 3 биконусам. Так как у нас делится здесь на 2 части, биконусов 12, итого по 3 прошли и зашли вот в эту вот бисерину, которая стоит между вот этими биконусами. Берем второй кристалл и делаем то же самое. Если ниточка выходит в эту сторону, то мы заходим в бисерину с той стороны, откуда нитка наша выходит. Вот так. Подтягиваем и заходим опять в биконус. Смотрим, чтобы уголочки нам не мешали. Вот так. И заходим опять в эту центральную бисерину с той стороны, с которой нету нитки. Вот видите, здесь нитка есть с этой стороны. Значит, мы заходим вот так. То есть опять биконус мы привязали с 2 сторон. Ну вот и все. Теперь наша задача прикрепить нитку. Подходила под нитки, которыми я пришила кристалл. Делала двойной узелочек. Можно пройти по биконусам и прикрепиться еще раз где-нибудь здесь. Но я так не делала. Я просто вот завязала дважды узелочек. Обрезала ниточку. Вот и все. Наверное, больше всего времени я потратила на то, чтобы придумать, как прикрепить подвесочку к этому кулону. Примеряла в разных местах и не нашла ничего лучше, как прикрепить колечко прямо вот в том месте, где мы с вами закрепили нитку. И вот получился такой живой кулончик. Оригинальный со всех сторон. Звездочка здесь, звездочка здесь, звездочка здесь, здесь, а здесь 2 кристалла. Вот такое вот изделие. Друзья мои, плетите с удовольствием. Пусть ваши изделия будут красивыми, будут вас радовать. Не бойтесь экспериментировать. На этом всего вам доброго. Будьте здоровы. До свидания.